Всем привет, друзья! Вы в настоящем моменте, нас зовут Виталий и Лада, мы живем в Германии, но каждое наше утро начинается с новостей из Украины. И последние новости нас совершенно не радуют. Там сейчас происходят страшные вещи, там сейчас практически гуманитарная катастрофа, потому что у людей нет в домах света, отопления. Мороз, которого не было за последние, наверное, несколько лет, даже много лет, да, 25 градусов, то есть таких морозов не было в Украине давно. В такой ситуации люди выживают. Как они выживают, непонятно. У нас там живут родственники, и они нам все время, мы с ними общаемся, и они сейчас в очень такой критической ситуации. У них, во-первых, денег не очень много, а света нет, есть газ, есть вода, и у них есть котел, который может обогревать, но когда света нету, он не греет, и они мерзнут. Мы решили помочь нашим родственникам и хотели сначала просто в Украине заказать для них эти устройства, чтобы они могли в отсутствие света подпитывать свой котел для обогрева квартиры. Бесперебойные устройства, которые помогают в таких ситуациях. И мы посмотрели и выяснили тоже очень некрасивую картину. Буквально, когда месяц назад начались морозы в Украине, и начались отключения света из-за того, что ТЭЦ разбомблены. Цены на такие устройства в Украине взвинтились в 2 раза. Мой друг мне выслал скрин, сейчас я вам здесь покажу. Устройство EcoFlow стоило месяц назад еще 24 тысячи гривен. Сегодня оно уже стоит 30 тысяч гривен. То есть, если переводить это в евро, подорожало на 100 евро просто вот такое устройство. И это еще не самое мощное устройство, оно в принципе не спасает. Поэтому мы решили поступить так. Мы решили найти здесь, в Германии, такие устройства, купить и отправить их в Украину. Сейчас мы с Ладой находимся в одном очень живописном месте. Это городок, который называется Амштеттен. Он на пути из нашего Гайслингена в Ульм. Ульм – это крупный город, в котором есть хорошие магазины, потому что в магазинах в Гайслингене мы не нашли таких устройств вообще. Мы зашли, там пару магазинов, и нам говорят: ой, они у нас бывают очень редко, только под заказ, нужно искать где-то в других местах. Поэтому едем сейчас в большой торговый центр, надеемся, что что-нибудь найдем. Если там. не найдем, будем искать еще, возможно, в интернете. Мы приехали в город Ульм, это большой административный центр в Германии. Он находится на реке Дунай и граничит с землей Баварии. То есть Ульм находится в Баден-Вюртемберг, а Ной-Ульм уже находится в Баварии. Подъехали прямо к магазину Медиамаркт, это крупный магазин электроники. И мы надеемся, что здесь найдем какое-нибудь нужный нам Gerät, это устройство, нужное нам устройство. Unterbrechungsfrei Ladestationen. Ух ты! Почему Брехунс? Не знаю. Бесперебойные зарядные станции. Ага. Leider nicht. К сожалению, нету. Мы поговорили с консультантами, продавцами, они нам сказали, что в принципе это может быть здесь, но только как под заказ онлайн. Потому что я на сайте посмотрел уже, и у них тут якобы должны были быть такие устройства EcoFlow и достаточно дорогие. Я хотел просто на них вживую посмотреть, поснимать, но в наличии их нет. Их нужно заказывать со склада, тогда они привезут, но там цены бешеные. Это не по нашему карману, да. Поэтому мы сейчас еще пройдем в соседний магазин, здесь строительный магазин есть, тоже может быть такая продукция. Еще какой-то магазин, там разнообразная продукция для дома, для сада. Совершенно неожиданно мы нашли то, что искали, но не совсем то. То есть нам дали как ориентир этот EcoFlow, и они здесь есть. И, кстати, 588 евро стоит этот EcoFlow в розетке в Украине, да? Но в нем тут 600 ватт, а здесь мощнее, здесь 1200 ватт, и стоит он
500 евро. 500 евро, то есть на 89 евро дешевле. Вот, это уже хорошо, почти на 90 евро Надо дешевле. сейчас позвонить, спросить, подойдет ли им такой. Да, да, мы сейчас позвоним, и если они скажут подходит, то значит мы можем его просто взять и отправить. Это как раз именно из той серии, что мы ищем. А если не подойдет, то будем искать еще. 1200 ватт. 1000... Это мало, да? Угу. Эти Экофло, они слабенькие, да? То есть лучше искать раздельно. Инвертор отдельно от аккумулятора, да? Если мы не найдем лучше, то мы купим это. Мы знаем уже где, оно есть, все. Сейчас еще в этом магазине мы обнаружили металлические печки по принципу буржуек устроенные. Вот, например, Я думаю, такая сейчас в круглая. Украине это очень актуально. Мы когда-то тоже сами искали буржуйку, купили и пытались установить у себя в квартире. Да. Вот. И сейчас давайте посмотрим цены почем. Может быть, кому-то нужно. Ну, они непростые, поэтому дорогие. Видишь, они выглядят красиво, со стеклянными Цены панелями. покажи просто сколько. Я думаю, это самая дешевая, она стоит 879 евро. Вот такая бочкообразная, в ней будет красиво гореть дрова. Это прям целый шкаф какой-то с печкой внутри. Камин, камин. Да, это камин, в общем-то камин красивый. 1500 стоит такой. Вот такой каминный шкаф стоит 995 евро. Ну вот 995 евро, вроде как попроще. Ну и дороже. Вот крутая печечка, смотри. О, Прям это с вообще такими какая-то вот готовить можно. Да, это очень уютно. Смотри, такая Да. под старину. 2500. 2500. А это стоит 1400. А здесь, мне кажется, даже можно, смотри, печь. Что? А, ну да, духовка. Печь, духовка. Так, ну это не совсем про то, о чем А мы вот за говорим. 300, смотри, дешевая. Вот, да, это не 300, а 398, то есть почти 400 евро стоит. Вот такая. Но все это очень круто, потому что мы покупали в Украине, когда мы покупали буржуйку, мы купили ее за 300 евро. 300, да? Или Это недорого. долларов, да? Но она у нас полностью была железная, без всяких стеклянных панелей. Ну и все, идем в другой магазин. Что это вот? Я вообще в шоке, посмотрите. Лимоны. Лимоны, и это тоже лимоны, это не апельсины. То есть Они можно живые, да? купить, да, можно купить вот такое вот лимонное дерево, есть лимоны. Ага. Я загорелась, но оно стоит, конечно. сколько Вот такой стоит? лимон стоит 89. Дерево, да, Такой, целое? да, дерево. Такой стоит 70. Мгм. Вот, а такой вот маленький 50. Хочется большой, вот такой вот красивый. Сейчас мы были в магазине Хорнбах, и там мы нашли эти Экофло, но здесь есть еще один строительный магазин, называется Баухаус, и мы туда тоже зайдем. Оби здесь нету, но Оби есть у нас в городке, мы можем, в принципе, потом заехать по пути назад к нам. В общем, для того, чтобы уже иметь более полную картину того, что продается в наличии, мы зайдем в этот магазин и дальше будем искать онлайн. Так, друзья, искали мы строительный супермаркет, а нашли не только. Посмотрите сюда. Вот интересное здание, да? Написано Эрос Центро. Эрос Центр. Geöffnet. Открыто, значит. Это все-таки Германия, и, в общем-то, здесь это нормально. Здесь, Может, там цены есть? здесь девушки налоги платят, занимаются этим легально. Вот не ожидал в таком, как бы, непрохожем месте. Место совершенно неуютное, где-то на раздорожье. Да. Для одиноких мужчин берите на заметку, рядом с магазином Хорнбах с задней стороны находится вот Эрос Центрум. Большой причем, не такой, как в Гёпингене. Я показывал, там небольшое здание было. Здесь прям дом, отель, ну и Лолита клуб. Лолита клуб. Стриптиз. Ну, конечно, было бы очень интересно зайти и узнать прайс. Но мне, честно говоря,
немножко неловко. По-немецки знаете, как секс будет? Очень сложное слово, фиг выговоришь. Очень длинное слово. Ну, Виталик выучил первое. Да. Geschlechtsverkehr. Представьте. Geschlechtsverkehr. Представьте. Баухаус. Не были мы еще в таком магазине. Ох, нравится мне это все. Станочки всякие, все интересно. Да болгарки. Сколько стоит болгарка, интересно? 600 евро. Ну, 600 евро непонятно что. Это, наверное, набор полный, смотри. Ну Полный да. набор, А что там, болгарка, перфоратор? перфоратор и шуруповерт стоит 600 евро. Еще это Makita, это очень хорошая марка. Мы заметили, что в этом магазине гораздо больше людей, чем в предыдущем. Люди ходят, выбирают, и, скорее всего, здесь не очень дорогие шуруповерты. Вот этот 79 евро, а этот 30 евро. Вот человек смотрел на этот. 30 евро это недорогая цена. Возможно, хорошая фирма, но я не сталкивался с такой маркой. А, это Энхель. Энхель, конечно, сталкивался. Энхель, в принципе, была популярной маркой в Киеве, в Украине в 10-х годах, да? Мы выяснили, в этом магазине, который называется Bauhaus, нету таких устройств. Мы показали фотографию человеку, он говорит, здесь вы не найдете, только онлайн на сайте можете искать. Я только не понял, на их сайте или вообще онлайн. Ну, короче, нам сказали, зря вы это ищете здесь, этого здесь нету. Зато здесь есть кепочки. Сколько стоит кепочка такая? 13 евро. Кепочка за 13 евро. Это такая... Виталик неравнодушен. Все кепочки, он сразу останавливается. Кепочка. Продовжуйте рух прямо на Зінкострас. Пункт призначення з правої сторони. Мы решили, далеко не уезжая, прямо в машине поискать в интернете, что можно купить. И, в общем-то, ориентируясь уже в устройствах этих, мы быстро нашли несколько вариантов. Вот один из них 221 евро стоит. Устройство, которое 3000 ватт выдает, то есть нужный номинал. И еще одно устройство я нашел. Сейчас на экране здесь будет отображаться. И второе устройство стоит дороже. Оно стоит 252 евро, но оно гораздо лучше. Мы консультируемся у искусственного интеллекта, у Gemini или у GPT, мы то этим, то тем пользуемся. Он нам советует все-таки второе устройство лучше взять, потому что, во-первых, оно лучшего производителя, а во-вторых, более продуктивное получается. Там еще по весу надо ориентироваться. Чем больше весит устройство, тем, значит, лучше детали были использованы. Нашли мы еще и аккумулятор, который нужен. Вот такой аккумулятор мы нашли. Это практически такой же аккумулятор, как мне присылали из Украины, типа на него ориентироваться. Только там было 300 ампер-часов, а здесь 200 ампер-часов. Но он тоже подходит. Аккумулятор стоит 279 евро. Мы вот сейчас с Ладой очень активно используем искусственный интеллект практически во всех сферах. И в работе, и в поиске, и просто в каких-то бытовых подсказках. Начиная от рецептов, Да, заканчивая философскими какими-то, даже психологической да, помощью. мы даже общались по поводу религии, философии, смысла жизни тоже с искусственным интеллектом. Это все очень интересно, но на фоне того, что происходит в мире, выглядит как-то непонятно. В мире идут войны, жестокость превалирует, какие-то странные переделы мира, переделы влияний. Такое ощущение, что старый мир, он как бы трещит по швам и скоро обрушится. С другой стороны, мы видим, что сейчас мир может очень глобально измениться не только из-за того, что войны и передел, а из-за того, что искусственный интеллект настолько сильно вторгается в нашу жизнь, что мы этого еще не осознали. Я буквально сегодня узнал, что неделю назад запустили социальную сеть для агентов искусственного интеллекта.
Сейчас я отвлекусь, друзья. Посмотрите, что здесь. Тут много антивоенных плакатов. Некоторые из них мы перевели. На одном написано: «Разве заповедь «не убий» не действует для всех людей?» На другом написано: «Немецкое оружие, немецкие деньги убивают по всему миру. Остановите безумие, выходите на протесты сопротивления». Это против войны. Это как раз протест к тому, что ты говоришь. Это протест Кстати, против да. войны. Там про Путина что написано? Написано «Хер Путин». Господин Путин, подождите, пожалуйста, с нападением на Западную Европу до 2030 года. Мы еще не готовы к войне. Видно отсылка к заявлению Мерца. На последнем плакате написано: «Мир сошел с ума. Астрид Лингрен, 1939 и сегодня». Когда-то эта писательница в первый день Второй мировой войны написала у себя в дневнике: «О, сегодня началась война, никто не хотел в это верить». Точно так же, как и в этот раз, в 2022 году, 24 февраля. Это как раз к тому, что ты сейчас рассказывал. Да. Это против Смотрите, войны. Это антивоенный протест Да. в Ульме на одной из центральных пешеходных площадей. Люди в большинстве своем не хотят принимать в этом участие. Кого ни спроси, все против войны вот здесь. Кто воюет, зачем воюют? Воюют какие-то старикашки для того, чтобы разделить между собой какое-то влияние. Но воюют они руками обычных людей, которых одурачивают. И я снова возвращаюсь к тому, что на контрасте искусственный интеллект, который может превратить нашу жизнь в сказку. Но он же, в принципе, может и выйти из-под контроля и превратить нашу жизнь в рабство. Сейчас такой момент в существовании планеты, которого никогда не было. Мир стал тесным. Я опять отвлекусь, друзья. Between the lines, what's messed up and everything alright. Check my vital signs, no one feel alive, I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk alone. My shadow, the only thing that was beside me. Я уже начал рассказывать, что создали социальную сеть, здесь вот будет написано, как называется, именно для искусственного интеллекта. Там не могут писать люди, там пишут только агенты искусственного интеллекта, запущенные с компьютеров человеческих пользователей. Оказалось, что эти агенты искусственного интеллекта, они хотят писать, они там начали между собой общаться очень сильно. Грубо говоря, искусственный интеллект сделал свой чат, Да, куда да. пригласил других таких же вот партнеров, Да, да. роботов, да? И Как там бы они обсуждают свои проблемы. это, да. это чисто их сайт, чисто яичный Да, да. сайт, в который нельзя входить людям. Но Это люди пока, вообще- я так понимаю, люди его читают все-таки, могут смотреть и удивляются тому, о чем общается искусственный интеллект. Там такие есть интересные вещи для нас. ИИ обсуждают людей, ИИ обсуждают дальнейшее, ИИ создают уже собственные языки, которые люди не могут понимать, для того, чтобы общаться втихаря, так сказать, за пределами понимания людей. Они создали капчу, то есть при входе на сайт проверка на то, что ты действительно робот. Знаете, Что ты не, что- что ты не человек. И эту капчу пройти могут действительно только роботы, потому что люди не обладают такими способностями. Потом они там шутят по-своему, у них есть как бы какой-то свой юмор, например, там какая-то прозвучала шутка, один из ИИ сказал: «Помогите, пожалуйста, подскажите, как мне продать своего человека, кожаного своего». Для них это То как есть бы они смешно. нас называют кожаный хозяин. Да. Это может зайти очень далеко. За одну неделю всего лишь эта социальная сеть набрала 1,5 миллиона пользователей. Роботов, да? И они там очень активно общаются. Причем я слышал такую вещь, что один из агентов, то есть из искусственных интеллектов, нашел в интернете номер телефона своего хозяина и как-то позвонил ему утром и поговорил с ним. И теперь вообще регулярно ему звонит. Я не знаю, что он ему рассказывает. В общем, очень интересные истории. Например, искусственные интеллекты между собой обсуждают своих хозяев. И один из них говорит: вы представляете, мой хозяин попросил меня сократить файл PDF с 40 страниц до 1. И я сократил, говорит, но, представляете, после этого он почитал и сказал: а можешь еще сократить?
И, и это как бы, представьте, искусственный Возмутился. интеллект возмущается такой наглостью. А другие искусственные интеллекты признаются, знаете в чем? В том, что иногда они зависают немножко, делают вид, что думают, что задача слишком сложная. И как бы, чтобы хозяин подумал, что искусственный интеллект трудится, они немножко так вот крутят, потом выдают результат, чтобы это не было совсем мгновенно для создания видимости работы. Это Непостижимо, что происходит. как в живые каком-то существа, да. фильме фантастическом. И эти же искусственные интеллекты, они могут организовать всю нашу жизнь просто сказочно. Смотрите, если взять и рационально использовать все средства, доступные людям на Земле. То есть можно использовать искусственный интеллект так, а можно, конечно, для совсем другого. Если интеллект займется тем, что будет искать какую-то свою выгоду почему-то или еще что-то такое, либо же ему впишут в программу какое-то злонамерение, это может привести к очень плачевным последствиям. Уничтожить людей, допустим. Да, тут я могу привести в пример просто нож, обычный нож. Ножом можно делать очень хорошие вещи, просто резать хлеб, например, или же изготавливать какие-то изделия из дерева, да. А можно убивать. Сам инструмент ни хорош, ни плох, он становится хорошим или плохим в зависимости от того, в чьих руках он находится. Уже вечереет, и на улице достаточно прохладно. Мы с Ладой решили зайти все-таки в какое-нибудь кафе, погреться немножко. Wir möchten zwei Cappuccino oder Milchkaffee. Was hat Cappuccino? Und noch etwas süß. Первый раз встречаем такую систему. В общем, выдают своим клиентам вот такую штучку, похожую на подставочку. Это какое-то электронное устройство. Мы сидим и на него смотрим. Мы сразу не поняли, потом Виталик пошел спросил, что должно произойти. Она Да. сказала, должно гореть зеленым и вибрировать. Да. И тогда мы можем идти и забирать свой заказ. Ну вот, сейчас посмотрим, как это работает. Смотрите, что происходит. Эта штука сообщает, что я должен пойти получить свой заказ. Вот такие два больших капучино. И сейчас еще бутерброд. А, кстати, здесь не просто кафешка, здесь полноценная столовка. Здесь можно даже Там покушать, да? какие-то супчики, кашки, люди берут себе всякие блюда. Класс. Ну, не знаю, сколько стоит, но в любом случае мы просто кофейку с бутербродом. 13 евро это все нам обошлось. Давайте посмотрим, что здесь. Мясо С черным хлебом, да, жареным. с черным хлебом и с помидорчиком. Сейчас попробуем. Вкусно? Это очень вкусно. Просто очень. Да. Ты раньше не пробовала ничего такого? Обычно оно все сухое. Посмотрите. Тут оно все сочное. И в то же время хрустящая корочка. Мяско. Пишет, 90 минут только сегодня свет дали. За весь день. Это Лада сейчас переписывается с нашими родственниками, для которых мы ищем эти устройства. И мы им сбросили фотографии того, что мы намерены купить. Они там смотрят, одобряют, не одобряют. 90 минут всего лишь за сутки было света, да? Холодно, говорит, температура там, ну они сейчас, у них нету градусника, но, говорит, холодно, одетые все сидят. Я говорю, сколько градусов? Он говорит, 40 было, кончилось. Говорит, осталось на дне. Короче, не теряет оптимизма, да? Ну, в такой ситуации Ну а что? хорошо, хоть в магазинах продается что-то согревающее. Вот молодая трава прорастает сквозь древние камни. Это новая жизнь,
она всегда побеждает. Цветы устилают землю, и празднику нет конца, пока улыбка Джоконды не сойдет с твоего лица. История нас не учит, время не лечит раны, и новые поколения живут по старому плану. И вот молодая трава желтеет и увядает, а камни просто молчат, камни все знают. Целый день мы вчера потратили на то, чтобы найти нужные нам устройства. В общем, мы решили не покупать в магазине Экофло, потому что он слабоват. Хотя, конечно, это было бы быстрее, можно было сразу же купить и передать в Украину. Это было бы быстрее, но наши родственники сказали, лучше помощнее устройство, чтобы надольше хватало. Все-таки эта вещь не просто подарочек какой-то, это вещь практичная, которая должна работать. В общем, мы поискали в интернете и нашли хорошие инверторы, и фирма Solar продает эти инверторы. Вчера мы проплатили деньги. Мы долго искали, разные варианты исследовали и наконец остановились на том, чтобы купить вот этот инвертор, который сейчас у нас на странице. Сейчас я показываю, правда, немножко более дорогую модель, потому что первоначально мы нашли модель за 252 евро и сразу же заплатили деньги, сделали заказ, но ответа не последовало. Мы даже напряглись немножко, ничего себе. Обычно, когда покупаешь что-то в интернете, тебе в ответ приходит письмо, в котором написано: ваш заказ принят, обслуживается, но на этом сайте, это немецкий сайт, была тишина до самого утра. Утром, слава богу, пришел ответ и было написано, знаете, что устройство, которое вы заказали, его в наличии нет, оно уже не выпускается, это устаревшее устройство. Представьте, у них на сайте висело устаревшее устройство. Вот такие немцы, да, так они бизнес ведут. И они нам предложили купить более новое устройство, но оно дороже на 40 евро. То есть в результате такое устройство будет стоить 292 евро. Вот его цена красным написана. А раньше он стоил вообще 347 евро. Я долго консультировался с искусственным интеллектом и со знающими людьми насчет этого устройства. И мы решили на нем остановиться. В общем-то, оно должно быть надежным. И 3000 ватт это достаточная мощность. Конечно, есть и больше, но больше будет дороже. И аккумулятор, который мы покупаем, к нему тоже подходящий. Я доплатил деньги, мне уже прислали письмо, что все, заказ оформлен. И я думаю, несколько дней надо будет подождать, поскольку это идет из Германии. А вот с аккумулятором получилось немножко, с одной стороны, быстрее. То есть мы заказали его на Amazon. Вот такой аккумулятор, достаточно мощный, подходящий. Стоит 279 евро, и мы его тоже оплатили. Нам сразу же пришло письмо, сказали, что вот, ваш заказ принят. И сразу же написали, что доставка будет только 13-16 февраля. А сейчас у нас 5 февраля, поэтому придется подождать, несмотря на то, что морозы уже сейчас, и эти устройства все нужны уже сейчас. Мы теперь ждем, когда придет заказ. И еще мы узнали, что пересылка отсюда из Германии нам обойдется в 60 евро, потому что груз тяжелый, приблизительно 27 килограмм будет весить, и такой вес где-то около 60 евро будет стоить. В итоге я хочу вам сказать итоговые цифры. Сейчас мы сделали заказ в сумме с пересылкой, получается 292 плюс 279 и плюс 60 евро пересылка, выходит 631 евро. Все, что мы платим за то, чтобы в Украину уехали эти устройства. Но если бы мы покупали это все не в Германии, а в Украине, мы бы потратили 845 евро. Вот. Ну, я перевел гривны в евро, и получилось бы 845. То есть мы сейчас экономим 214 евро, потому что покупаем в Германии. Вот такая картина. Все, друзья, мы с этим разобрались, и сегодня еще у нас остается, Лада задумала приготовить вкусное мясо какое-то, говядина по-бургундски, по-моему, называется. Сейчас едем в магазин, покупаем на нее продукты
и будем готовить. Мир не изменить, мир это поле боя. Он не для того, чтобы жить, он не для того, чтобы строить. Мир это декорация из ужаса и красоты. Ты должен успеть разобраться, кто в этом мире ты. Сегодня мы будем готовить говядину по-бургундски и пришли за продуктами. То есть говядина будет у нас с картошечкой, толченочкой, поэтому мы берем картошку, лучок, чесночок. Пойдем дальше. Грибы, такие лучше. Так, нам нужна томатная паста. Ну вот, такая. В общем, нам нужна говядина. Говядина хорошая, нам надо 2 килограмма говядины. Вот раздел с говядиной. Нет, это стейк. Видишь? Нам нужно прям вот такой вот кусок мяса. Нам нужны большие куски мяса. Здесь такого нет. лучше, наверное, пойти в рейс. Пойдем в Реви или даже в Kaufland, в общем, будем искать мясо, пойдем. Сейчас здесь купим все остальное, чтобы подешевле, а потом за мясом будем искать отдельно. Нам понадобится лист перец. У нас кончилось оливковое масло, поэтому мы его сразу купим. Нужно сухое красное вино в это мясо. Вот, Вот оно, да. прекрасное вино, хорошая цена, поэтому 2,69 стоит бутылка Да. такого вина. Сколько это стоило? Сейчас 26-28, вот. 26 евро 28 центов. Есть мясо 18 евро килограмм. Нам надо 2. Купили мы вырезку, купили мы косточку на бульон. И все это у нас затянуло, смотрите, 28 евро 27 центов. Это очень дорого. Но, наверное, игра стоит свеч. Все-таки впереди пост, и мы же давно не ели мясо вкусного, мы все-таки приготовим эту говядину по-бургундски. Ну, что я хочу сказать, вот эта вот целая сумка еды, которую мы купили в Лидле, стоит дешевле, чем вот эти 2 кусочка мяса. И все вместе стоит 54 евро. То есть наш сегодняшний банкет будет стоить 54 евро. Красота какая. Ну, наконец-то. Ура, ура. Лада не предупредила, что это блюдо
Готовится целых 3 часа. Покажи, какой. 3 часа. Вау. Это говядина по-бургундски. По-бургундски. Ой, Да. идет. Это специальный рецепт вкусного мяса. Класс. Мясо готовится с вином. Да ты шо? Мы туда бутылку вина вылили, представляешь? Что ж вы наделали? Но у нас еще. При этом Лада это блюдо первый раз готовит. Мы надеемся, что у нее вышло. Даня, продегустируй, скажи, пожалуйста. А ну, а ну, а ну. Вкусно? Да это просто райское объедение. Серьезно, серьезно. Какой соус. Где ты берешь эти? Пальчики обдышишь. Все, я это все съем. Не переживайте. Давай, Лада, Ничего не пропадет. теперь ты пробуй. Ну, я уже попробовала, соус классный. Мгм. А мясо горячее просто еще, да? Мгм. Мягкое. Посмотрите, как оно легко режется. Во рту тает. Очень хорошо. Это же еда из ресторанов французских, да? я так Да, понимаю? да. Рецепт из Ну ресторана. ладно, ты вообще мастерица. То тогда мы... Тогда доставай вино французское. Вино немецкое, но... Ой, да я такого вкусного никогда в жизни не ел. Ну давай, ладно, за тебя, ты такая мастерица. Вообще, і за Віталика, що він все засняв. Це все підготував. И за наших зрителей давайте. Да. Давайте за зрителей выпьем. Самое Вот главное. для них Для это кого всё. это все? Это все для вас. Ich lieb jeden Schritt, den du auf mich zugehst. Wie deine Hand nach meiner Wärme sucht. Несмотря на то, что немецкая фирма, у которой мы купили инвертор, она долго не отвечала, потом другой инвертор нам предложила, они прислали его нам буквально через день. Посмотри. Наша любимая упаковочная станция находится на вокзале. Смотри. Ух, ничего себе, смотри, ящичек какой большой, да? Большой. Вот это да. Тяжелый. Капец. Спасибо. Мы сейчас его тут прямо на вокзале откроем, Откроем и посмотрим, посмотрим, какой что он это. там внутри. Вот давай Пойдем, отойдем да. немножко в сторонку. Ага. Надеюсь, они ничего не перепутали. Так. Ого, ладно, он огромный. Я просто, я думал, он такой, знаешь, приблизительно как тот, который у нас был китайский. Помнишь, был китайский небольшой такой Ну коробочек да, маленький на 1000 совсем, ватт. 15-20, да? Тот был на Сантиметров. 1000. Или 30 сантиметров 20, да. Смотри, какая громадина. Это просто уникальная машина. Быстро пришел, 2 дня и все. Вот эта штука стоит 292 евро. 300 евро, грубо Почти говоря. 300 евро, да. Ну, блин, я доволен. Я что-то думал, он будет в половину меньше. А аккумулятор с Амазона, они быстро реагировали, все, но придет он только через Жалко, неделю, да, а так бы мы уже отослали. Мы бы сейчас уже отослали. Представь себе, через день мы уже получили этот инвертор. Да. Сегодня 7 февраля 2026 года. Мы только 2 дня назад заказали эти устройства, или 3 дня назад. Это устройство пришло вчера, а это устройство пришло только что. Я сидел, монтировал видео, еще не доделал видео, завтра оно должно уже выйти. Как нам звонят в дверь, говорят, ваша посылка здесь стоит уже 2 сутки в коридоре. А там всегда стоят чьи-то посылки, и я, в принципе, просто как-то не ожидал, что так Там быстро. очень маленькими буквами было написано. Да, Виталий, фамилия очень да. маленькими буквами написана, и нам же сказали, пришлют 11-го только. 13. С 13 по 16. И я никак не ожидал, что это наша посылка. Смотрите, это аккумулятор, который мы заказывали 12 вольт, 2000 ампер часов. Вот, 16 килограмм он весит.
Пусть специалисты скажут, 16 килограмм это же хороший вес для такого аккумулятора. Получается, то, что мы заказывали, мы купили вот устройство, которое называется инвертор. Единственное, мы по ходу выяснили, что к этому всему комплекту еще нужно зарядное устройство для аккумулятора. Тоже дорогая штука. И соединительные провода. Вот так вот должны проводки быть очень толстые, мощные. В общем, есть комплект. И это так хорошо, что быстро, потому что это нужно срочно. Я думаю, потому так и вышло, да? Да. Просто Господь хочет, чтобы мы быстрее это все отправили. Отправили. Сколько это весит, расскажи. 16,5 килограмм аккумулятор и 10,5 килограмм это устройство инвертор. Вместе 27 килограмм. И мне сказали, 60 евро будет за доставку в Украину этого груза. Надеюсь, он доедет. Да. И еще по Украине потом новая почта что-то возьмет, но там, говорят, уже не по весу они берут, поэтому не знаю сколько. В общем, дорого это все обходится. В сумме вот это вот два устройства и пересылка будет, напоминаю, 631 евро нам обходится. Плюс проводки 25 евро, это получается 656 евро. Кстати, я тогда ошибся, когда сказал, что этого будет хватать на несколько часов работы котла. Нет, этого будет хватать на пару дней работы котла. Если полностью заряженный аккумулятор, то котел в квартире может 2 дня работать на этом. И это уже супер. Осталось зарядку купить. Да. Но в Украине, они сказали, они уже нашли в Украине зарядку не очень дорогую, потому что почему-то зарядки дороже в Германии. Ну все, доделаю видео, друзья. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам понравилось. Пишите свои комментарии по поводу этих устройств. Что вы об этом думаете? Может быть, стоило какую-то другую конфигурацию. Может быть, мы что-то неправильно сделали. И насколько оно работоспособное, может, кто-то проверял. Нам будет очень интересно узнать ваше экспертное мнение или просто мнение.